Всех матерей на свете объединяет одно: мы все хотим, чтобы наши дети были живы, здоровы, счастливы. Больно об этом думать, но реальность такова, что дети, у которых нет еды, умирают от голода. Дети, которым доступна только еда плохого качества, плохо растут и развиваются, могут тяжело заболеть. Мамы, которые кормят своих детей грудью, прекрасно знают, как ценно и важно для детей грудное молоко. Здесь не о чем говорить, грудное молоко – это, безусловно, единственная нормальная еда для малышей. Именно поэтому я стараюсь узнать обо всем, что связано с донорством грудного молока. О том, как матери делятся друг с другом молоком для того, чтобы как можно больше детей могли вырасти здоровыми и крепкими. В наше время передача грудного молока от одной мамы к другой не очень широко распространена. Искусственные смеси, которые стоят на полках магазинов, создают ощущение изобилия. Кажется, что не такой уж плохой вариант. Иногда и впрямь у ребенка на искусственном вскармливании особых проблем незаметно. Но бывает по-другому. Бывает, что у ребенка язвы на коже, у него расстройство пищеварения, постоянная рвота, у него болит живот, он плохо растет. Все это было у моего ребенка-искусственника. О рисках кормления смесью мало говорят. Считается, что незачем травмировать матерей, которые не могут кормить грудью, ведь они так делают лучший выбор из возможного. Но на самом деле смесь далеко не единственный вариант. И из этой сложной ситуации есть несколько выходов. И один из вариантов – это грудное молоко другой женщины. В то время как мой ребенок страдал от проблем, связанных со смесью, в моем 30-тысячном городке были сотни кормящих женщин, которые могли бы поделиться молоком, если бы я только попыталась их найти. Может быть, поговорив со знакомыми, расспросив соседей, подруг и хотя бы дать объявление в газету. Варианты были, но мне они в голову не пришли. Донорское грудное молоко не возникает из пустоты. Это подарок конкретной женщины, которая сцеживает его по капельке. У нее есть свой ребенок или несколько. Кому-то это дается легче, кому-то сложнее. Здесь у каждой свой метод. Женщины рассказывают тонкости организации процесса. Например, такой факт, что разные молокоотсосы имеют разные формы и размеры воронок, и это влияет на результат сцеживания. Дело идет лучше, если женщина чувствует себя комфортно и спокойно. Например, кому-то помогает теплый напиток или что-то приятное, вкусное съесть. Книга, журнал, фильм, музыка. Конечно, самый надежный способ – это сцеживать вторую грудь, когда у первой находится ребенок, потому что приливы возникают в обеих грудях одновременно. Грудное молоко можно хранить в холодильнике не меньше недели, а в замороженном виде несколько месяцев. Замораживают часто в специальных пакетах и стаканчиках для грудного молока. Они стоят довольно дорого, хотя ничем особенным не отличаются, это тот же самый полипропилен. Можно замораживать и в стекле. Молоко – это, конечно, подарок, но сопутствующие расходы стоит, думаю, возместить, те же самые емкости для хранения молока. Или если нужно какое-то дополнительное медицинское обследование дарительницы, то она тоже может на него согласиться, если ее об этом попросят, но лучше, чтобы его оплатила семья, которая принимает молоко. Конечно, случаи бывают разные, и если у дарительницы молока возникли сомнения в том, что ее молоко будет использовано для кормления детей, она может задать интересующие ее вопросы и решить, может ли она доверять этой семье конкретной или отдаст свое молоко в другую семью. Молочная помощь матерей друг другу существовала испокон веков, и лишь недавно мы утеряли эту традицию. В наших силах ее возродить. Первое, что для этого нужно сделать, это открыто обсуждать все волнующие нас вопросы.